Всем привет, дорогие друзья, с вами RectaBest, и по многочисленным просьбам на вчерашнем стриме я записываю для вас обзор вот на этот вот топовый аккаунт с 900 миллионами силы, способный принять до 30 одновременных сборов от очень серьезных ребят. Данный аккаунт принадлежит нашему игроку из гильдии GVT, его никнейм Крит, скорее всего вы о нем неоднократно слышали в моих стримах. И вот это вот да. Суперская ловушка для мультисборов. И вот все киллы, которые здесь есть, они были набиты как раз таки за счет приема сборов. Он в наших сборах никогда не участвовал, в соло здесь киллы не набивались. То есть вот эти вот 400 миллионов киллов — это все атаки на данный аккаунт со стороны различных топовых вражеских семей. Там в частности КВ, Дой, Miss Family. Вот последние мультисборы данный аккаунт принимал где-то 3 месяца назад, и есть некоторые отчеты, которые мы сегодня обязательно в конце этого ролика посмотрим. Но пока что давайте глянем, что здесь по войскам. Переходим сюда, смотрим внутрь замка и видим 52 миллиона войск суммарно. Ресов тут тоже много, по 4-3 миллиарда каждого, кроме еды. Еду, видимо, он отгружает на свой основной аккаунт для отхила. Так, смотрим, что по составу, и видим по 3 миллиона каждого Т4 и лютое количество Т2, преимущественно пехота и стрелки, по 15-17 миллионов того и другого. Очень многое, но вот я бы, наверное, на месте Крида все-таки сделал упор на один тип войск, в идеале на стрелков, натренил бы их 25 лямов, а пехоты бы оставил лямов 7-8. При этом было бы такое же количество Т2 суммарно. Но Крит решил сделать вот так, чтобы принимать как на пехотном клине, так и на стрелковом, в зависимости от ситуации. Не знаю, хорошо это или плохо, но знаете, вот принимать на пехоте кавалерийский сбор гораздо больнее, чем на стрелках пехотный. Потому что пехота до стрелков доходит в неполном составе, и я думаю, что при должных статах больше 2 миллионов Т2 войск пехотов стрелков здесь не пронесет. Т4 тут реально очень много, можно было бы сделать чуть-чуть еще побольше, миллиона по 4, по 4,5, тогда бы потерь среди Т2 было бы еще меньше. Но у Крида пока что вот так. В принципе, от изучения здесь силы совсем немного, мы это чуть попозже посмотрим. Но вот сейчас я гляжу на эту пропорцию войск и понимаю, что я бы так Т2 точно тренить не стал, ну имеется в виду с упором на 2 типа, потому что критичный момент для ловушки наступает тогда, когда заканчиваются войска в передней линии. Явно принимать сборы, при этом меняя фаланги, просто невозможно. Гораздо эффективнее будет сидеть в больницах и по КД их отхиливать. Но хотя вот я сейчас думаю, как бы фамильяры будут бить по заднему ряду. Допустим, вот ты принимаешь на стрелковой фаланге, а терять будешь в частности и пехоту. Точнее, на стрелковом клине ты будешь принимать, на фалангах вообще лучше сборы не принимать на ралли-ловушках, потому что клины действуют эффективнее. Почему, я могу еще раз потом как-нибудь в отдельном ролике рассказать, хотя уже неоднократно по этому поводу делал гайды. Короче, нужно принимать на таком аккаунте либо на пехотном клине, либо на стрелковом. Ну, точно не на кавалерийском, тем более кавалерии здесь относительно немного. 8 лямчиков. Ну так вот, о чем я говорю. Вот, допустим, залетает пехотный сбор в стрелков, проносит 1,5 ляма стрелков и при этом 500 тысяч Т2 пехотинцев. Кавалерия даже больше от фамов снесет, нежели чем даст урона по стрелкам. То есть, возможно, пехота со стрелками будет приблизительно равномерно теряться. И в этом плане передняя линия закончится не намного быстрее, чем если бы было на аккаунте вот не такое количество войск, да, а просто 25 миллионов Т2 стрелков и по 8 миллионов других двух типов. Поэтому сложно как-то тут сказать, потому что я на таких аккаунтах не играл. Вот было бы очень интересно посмотреть на работу именно вот такой пропорции. Вот насколько я помню, у Крида до этого ловушка была заточена чисто под пехоту. У него было огромное количество пехоты в передней линии, ну и где-то по 8-10 миллионов Т2 стрелков и кавы. Так, до отчетов мы чуть попозже доберемся, но пока что давайте глянем на сет. Да, вот это вот, кстати, фейковый сет, выглядит довольно-таки правдоподобно, ну вот согласитесь. А военный тут вот такой, почти полностью оранжевый, везде золотые камни на атаку, 20%, кроме вот этого. Кстати, я посмотрел так на Аке, там есть еще один золотой камень на каву, видимо, Крит это не заметил. Его можно собрать, вынув фиолетовые камни из других ненужных шмоток, которые нигде не используются, вот, допустим, барабаны. Здесь у нас синий камень. Тут фиолетовый, здесь тоже, по-моему, фиолетовый, да, на кавалерию. Короче, если это все повынимать, вот из барабанов тоже вынуть, то получится золотой, и можно будет его поставить
вот сюда в солянку. И тогда сет по камням будет полностью укомплектован. Хотя, возможно, Крид специально не стал ставить сюда камень на атаку Кавы, потому что хотел сбалансировать вот эти вот параметры, чтобы они были приблизительно одинаковые, чтобы Кавы здесь не было больше, чем всего остального, прям так существенно больше. То есть, видите, если бы здесь стоял камень на Каву, то Кавы было бы 300%, при этом пехота бы еще на 10% просела. Ну не знаю, мне кажется, что вот гнаться за каким-то идеальным балансом между тремя типами войск по атаке не стоит. Вот. Но хотя, может быть, действительно есть смысл поставить лишний камень на пехоту, тем более Кавы на аккаунте, вы видели сами, меньше, чем всего остального. Может быть, Крид сделал все правильно, это только я тут докопался. Вот, ну окей, как бы камень чемпиона у него еще стоит вот здесь. ОЗ на таких аккаунтах даже, мне кажется, будет более важным параметром, потому что и так с учетом огромного количества войск сборы съедаются мгновенно. Там буквально несколько секунд, пару залпов и все. 2 миллиона войск противника отправляются в трубу. По ОЗ армии от сета, ну, почти 150%. Давайте наденем, посмотрим, что у нас тут получается. Вот тут по параметрам. Таланты военные стоят, кстати, надо посмотреть, как они распределены. Атака Кавы, луков, пехоты, тройки, двойки, макс ОЗ армии. Защита здесь не вкачана, но вот, кстати, это довольно-таки спорный момент для приема сборов. Может быть, защита будет даже и эффективная. Опять же, никто не тестил. Было бы интересно это сравнить, посмотреть. Вот, так, сет мы поставили. И здесь мы видим почти по 500% атаки каждого типа войск. Очень-очень многое. Конечно, не как у Ксинга, но для ралли-ловушки прям то, что надо. Ну все, это мы посмотрели. Другие сеты, наверное, разбирать не будем. Там ничего интересного нет, потому что упор был сделан именно в микс. Осталось только кубок покрасить в оранжевый цвет. Ну, до него тут еще прилично. И по углям, и по нимбам. Так, давайте глянем, что у нас тут на стене стоит по фамильярам и по героям. Донатных героев здесь 3. 3 универсальных на атаку и ОЗ армии, на Каву, на стрелков и на пехоту. Далее используется фри-то-плей герой Роза и фри-то-плей герой Убийца демонов. Пехота Кава получается. Значит, 2 кавалерийских, 2 пехотных и 1 на стрелков. Вот по мне так это ошибка, ибо кавалерийских героев лучше поставить не 2, а всего лишь 1. Роза, она дает ОЗ Кавы 50%. Которое, ну, нафиг не нужно, потому что на Кава-фалах мы принимать ничего не будем. Поэтому одной сказочницы, как кавалерийского героя, здесь будет вполне достаточно. Здесь именно ОЗ армии, оно работает и на передний ряд, а здесь ОЗ работать не будет. Поэтому вот вместо Розы я бы Криду посоветовал поставить, ну, наверное, Снежку, по крайней мере, под стрелковую фалангу точно. Здесь будет 50% ОЗ передней линии, стрелков и 30% атаки, что гораздо лучше, чем дает Роза. Там, ну, всего лишь 20% атаки армии, как по мне, это хуже, потому что здесь главное это терять меньше войск, а сборы-то в любом случае растворяться будут. Поэтому вот такой состав будет эффективнее. Давайте его даже сохраним. Что у нас по фамам? Давайте глянем. Хэпри, Аквариус и Пирос. Пирос бесполезен. Лучше вместо Пироса поставить фама на дебаф ОЗ либо Кавы, если мы принимаем на пехотных построениях, либо фамильяра на дебаф ОЗ стрелков, но здесь его нет. Это, точнее, не стрелков, а я оговорился, пехоты. Вот. Это когда мы принимаем на стрелковых построениях, ну, в частности, на стрелковом клине. Но пока что стоит Пирос, в принципе, ну вот среди этих фамов замены ему, наверное, нет. Вот такие дела. Ну, 15% ОЗ, 15% дебаф ОЗ, они в любом случае работают. И сразу, это пассивные статы, они какой-то эффект дают. Вот, к сожалению, хороших фамов на защиту IGG не придумали. Там донатные фамильяры даже активироваться не будут. Для того, чтобы это произошло, нужно потерять довольно внушительное количество войск, тем более для этого аккаунта, потому что там все идет в процентном соотношении. Все, фамов с героями мы посмотрели. Можно, кстати, еще и других героев глянуть, какие здесь на аккаунте есть. Но тут ничего лишнего не выкачивалось. Видите, тут из донатных только еще есть здоровяк, разве что. Ну и все. Так, изучение. Давайте смотреть, что у нас здесь. Значит, экономика, понятное дело, прокачана полностью. Она нужна для Т5 войск.
Стена здесь вообще не прокачана, как эта ветка, так и вот эта. Это прям то, что надо. Стена точно на таких аккаунтах это просто лишняя сила. Вот у нас охота. Охота здесь выкачана только до 3-го моба. Это тоже очень хорошо. Здесь открытые, значит, получается, сеты дивизионов 2 штуки. Этого, в принципе, можно было и не открывать. Быстрый обмен, это смена сетов, тренировка. Ну, тут прям то, что надо. Ничего лишнего. В военном доминировании тут единички. Открыт прорыв для покраски шмота в оранжевый цвет. Что еще? Фамильяры. Здесь 3-й пакт, 4-й не открывался. Он тут и не нужен. Далее идут слоты фамов 3 штуки. 4-й почти открыт. Тут, возможно, есть смысл. Тут же не так много силы. Это изучение даст. Тем более, по-моему, его можно прямо сейчас изучить. Это будет всего лишь плюс 2 миллиона силы. Но 4-й слот это, ну, довольно-таки весомый аргумент. Хотя пока что у Крида здесь 4-го фама на защиту нету. Нужно сначала им обзавестись. Так, ну далее ничего не прокачано. В принципе, мы вроде бы как все посмотрели, да? Ничего не пропустили. А, вот эта вот ветка еще. Здесь все вкачано до 6, ну, до 7 даже. Защита и ОЗ. Клины открытые. Теперь давайте зайдем вот сюда. Нет, не сюда, а вот сюда. Глянем, что по распределению силы. В войсках 673 ляма силы. Это получается без войск будет 226, если я правильно посчитал. 227. Вот, это довольно-таки мало, то есть здесь, видите, сила вся держится на минималках, в заданиях всего лишь 9 лямов, можно было, конечно, и этого не допускать, но это прям минимум, в принципе, вполне допустимо. В исследках 173 миллиона силы, короче, аккаунт чисто сделан для приема мультисборов. Мы вроде бы как все в нем посмотрели, можно еще карты глянуть. Тут, кстати, так и не пройден 4-й этап, а уже есть, наверное, 10-й, если я не ошибаюсь, или даже 11-й. Вот, фамов мы смотреть не будем, в принципе, мы их и так посмотрели через стену, героев тоже увидели. Расходники смотреть здесь нет смысла, их тут немного, ничего удивительного там мы не увидим. Давайте глянем на отчеты сборов, которые здесь есть. Но вот, к сожалению, наверное, подробные боевые сводки мы не посмотрим. Вот смотрите, это у нас получается 0,7, 23 число, 7 это что у нас? Это июль, да? 23 июля 21 года. Ну-ка, боевая сводка. Да, посмотреть мы не можем, потому что времени прошло довольно много. Здесь, получается, был пехотный сбор, судя по фамам, в пехотные клины. Вот смотрите, пехота в пехоту проносит всего лишь лям Т2. Тут на аккаунте Крида было 38 миллионов войск. Сейчас, ну, гораздо больше. Сейчас 52 ляма. Здесь у него ловушка была с упором на пехоту. Вот. Это был прием мультисборов. Это вот, кстати, больно. Смотрите, как больно бьет Кава в пехотный клин. Да, это кавалерия, тоже, кстати, с использованием фамильяра, лидер был спасен. Минус 4 миллиона войск. Вот я уверен, если бы у Крида здесь была бы ловушка под стрелковый клин, под упор именно на стрелков, там, лямов 25-30, то от пехотного сбора вот такого отчета здесь бы даже близко не было. А это вот прям очень больно, потому что Кава выносит урон прям в полном составе. Она доходит до пехоты вся. Потому что здесь и подушка играет свою роль на стрелковой фаланге. Ее убить можно форпостом, но когда мультисбор, о каких форпостах может быть речь? То есть, видите, вот по времени 27:49, 27:14, кстати, тут целых 30 секунд прошло между этими сборами. Можно было и поменять фалангу на месте Крида, но там, видимо, еще сборы летели. Сейчас посмотрим. 56. Ну, с большим таким интервалом. Это у нас какой? Кавалерийский сбор, вот под него уже, видите, поставил Крид стрелковый клин и принял, ну, с минимальными потерями. Правда, что у него тут по болькам? А, здесь вот больки забились. Тут, получается, какие-то войска в крепе были. Это какая гильдия? В КВТ, да, Крид принимал. Смотрим дальше. От гильдии ГИФ залетает сбор. Тоже из Кавы в стрелковую фалу. Интересно, он меняет клин на фалу. Это все в тот же самый день, смотрите, происходит. Интересный выбор. Далее идет какой-то сбор. Стрелковый сбор в пехотный клин. Крит успел поменять построение. Но тоже, видите, тут меньше, чем по 800 тысяч войск. Сборы
не проносит. Вот от 800 тысяч и выше, даже в контрфаланге. Смотрим дальше. Вот, к сожалению, блин, не увидишь пропорцию войск. Может быть, тут и Т4 было меньше. Вот я не знаю. Без понятия. Но его ловушка постоянно развивается, и статы поднимаются, и пропорция улучшается под более работающую и эффективную. Здесь кавалерийский сбор в стрелков. Тоже мало урона. Здесь, судя по всему, стрелковый сбор. А, тут луки в луков, кстати, не луки в пехов. Крит успел перед ним отхилиться. Потерял всего лишь 200 тысяч войск в гроб. Далее идет не самый приятный отчет. Тут уже почти 1,5 миллиона войск потеряно. Это пехота в пехоту. Остается уже меньше 30 миллионов войск у Крида. Здесь, видимо, поймал Каву, да, на пехотном клине. Видите, кавалерийский фамильяр еще и с чернокрылом. Прям супер неприятно. Кстати, сбор был даже не полный. 200, но пронес он почти 3 лямчика. Больновато. Так, тут кавалерию принимает Крит на стрелках, но это далеко не одновременные сборы, видите, то есть, опять же, можете смотреть здесь краем глаза на таймер, там разница где-то, ну, 20-30 секунд, ну, где-то меньше, вот, допустим, тут 20 секунд между предыдущим сбором и вот этим, но, видимо, он на коврах влетел супер быстро, и причем стрелковую фалангу поставил Крит под пехотный сбор, потерял почти 5 миллионов войск. Ну, конечно, нужно было ставить стрелковый клин, потери было бы меньше. Но в идеале пехоту принимать либо на пехоте, либо на каве. Но каву ставить тогда, когда летит много сборов, ни в коем случае нельзя. Потому что там может быть такое, что стрелковый сбор залетит раньше, прожав несколько дополнительных ковров. И вот это уже будет не минус 5 миллионов войск, а минус, может быть, даже все 10. Вот этот вот сбор, видимо, был без фамов, потому что, видите, урон прям никакущий. Но кролик был использован. Далее у нас остается 20 миллионов войск. Потихонечку ловушечка Крида заканчивается. Это был стрелковый сбор в стрелковый клин. Видите, потерь тоже уже много. Просела передняя линия. Тут поменьше, потому что стрелки уперлись... нет, тоже в стрелков. Стрелки в стрелков с чернокрылом. Стрелковый клин стрелки бьют довольно больно. Но вот предыдущий сбор зашел побольнее, чем вот этот. Остается 20 миллионов армы. Здесь минус 500 тысяч от кавалерийского сбора. Тоже стрелковая фаланга. Далее стрелковая фаланга. Кавалерийский сбор оставляет 18 миллионов. Тут еще минус 1,5 ляма. Это был какой? Вообще странные фамы. Какие-то соляночные даже. И что это такое? Вот кавалерийский фам, вот стрелковый. Интересно, чем товарищ сборил? Неужели 2 типами войск, а не одним? Кава луки. Очень странно. Но, тем не менее, 1,5 миллиона войск в минус отправил. Снова захвачен вражеский лидер. Че, неужели здесь обнулили Крида? Может, он тут на ферме принимал? Мне даже интересно, чем это все закончится. Я не смотрел эти отчеты, вот серьезно. 14 лямов. Это последний отчет. Его пробили? Нет, слушайте, не пробили. А может быть и пробили. Просто Крид не стал сохранять отчеты, когда его пробили. Блин, я не знаю, он плохо на самом деле принял большинство этих сборов, но у него тут и войск было меньше. Надо бы у него уточнить, на каком шмоте он это все принимал. Но, скорее всего, на военном, потому что он уже был в сети, менял построение. Что, он на ферме, что ли, это все принимал? Не может быть. Конечно, на войне. Тут вопросов быть не может. Просто непонятно, какая здесь была пропорция. Но точно не такая, которая есть сейчас. Но вот как только этот аккаунт еще раз примет мультисборы, мы обязательно это все разберем в отдельном ролике. Вот, кстати, еще более старые сборы. Здесь уже у Крида было 47 миллионов армы. Тут уже больше, чем вот было при приеме сборов от семьи Гиф. Это, кстати, какой-то фейковый сбор, 60 миллионов силы, то есть, скорее всего, это 2 плюс Т4, без лидера. Да, видите, нет уведомления о том, что лидер был захвачен. Вот это вот тоже нереальный сбор фейковый. Это соло-атака. Ну, а вот это вот мы, похоже, уже видели или нет? Или нет? Пехота в пехоту, да, похоже, вот это вот мы уже смотрели. Или не смотрели. Ну, короче, отчетов тут не супер много. Будем ждать нового контента с этого аккаунта Крида. Может быть, даже и мне как-нибудь удастся на нем принять сборы. Хотя, конечно, это не дешево. В любом случае, потерь будет много. Но сейчас, с теми возможностями, которые есть на этом аккаунте, мне кажется, можно спокойно принять, ну, 2 царик точно. 3 царик уже вот тут, смотря как зайдут. Но вот если бы здесь все-таки был упор на один тип войск, а не на 2,
то шансов было бы явно больше. И Т4 все же хотелось бы чуть-чуть поднять вот на лямчик. 4 ляма вот уже прям то, что надо. 3 ляма, видите, Т2 быстро садятся, если залетают нужными типами войск. А если Т4 будет по 4-5 лямов каждого, там уже потерь таких серьезных от контртипа не будет. Все, друзья, на этом обзор данного аккаунта подошел к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаю всем удачи и всем пока.